Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Сегодня, мои дорогие подписчики и гости канала, мы поговорим о самых актуальных, самых знаковых трендах весна 2021. Давайте рассмотрим наиболее яркие, топовые тенденции в модном образе на теплый сезон. Несмотря на всю сложность в организации модных показов, большинство именитых брендов все же справились с нелегкой задачей и представили интересные, удивительные коллекции, виртуозно подстроившись под современные реалии. На неделе моды в Милане, Париже, Лондоне или Нью-Йорке публика увидела и масштабные презентации с реальными зрителями, и уникальные трансляции в онлайн-формате, и захватывающие киноролики. Какие новинки модного подиума готовы занять достойное место в вашем базовом гардеробе, вы, друзья, узнаете прямо сейчас. Чашечка ароматного кофе или горячего чая с вкусняшками помогут отвлечься от бытовой суеты и неспешно рассмотреть все детали. Скажу всем огромнейшее спасибо за поставленный пальчик вверх и подписку на мой канал. Не поленитесь черкнуть пару-тройку слов в комментариях. Я обязательно все читаю. Мне очень важны ваши отзывы, подсказки, советы. Первый момент, на который хотелось бы обратить внимание – модный цвет. Представители Института Pantone решили выдвинуть в лидеры сразу два главных оттенка, которые легко комбинируются в стильном ансамбле и отлично смотрятся соло. Дружелюбный и радостный, оптимистичный желтый готов дарить позитив и освещать ярким светом все вокруг. Как долгожданное теплое солнце после холодной зимы, он вынырнет на модный небосвод из вашего гардероба. Яркая и светлая желтая иллюминация – это открытые улыбки, хорошее настроение и надежда на счастье. Наверное, так и бывает с приходом весны. Сегодня обязательно стоит добавить столь смелый акцентный оттенок в повседневный стильный наряд. Полная противоположность – абсолютно серый. Безмятежно спокойный, уверенный и надежный. Он готов поделиться с вами своей выдержкой и научить самообладанию. Хоть и принадлежит к нейтральной палитре, но в дуэте со сверкающим желтым раскроется совершенно по-новому. Не стоит считать серый тон слишком официальным. Он всегда сможет стать хорошей основой для любого модного образа. Далеко не последнюю роль здесь сыграет качество ткани и правильный крой. Кружево и ажурное плетение. Внимание этому тренду уделили все ведущие именитые марки. Нежная кружевная отделка смотрится идеально в тандеме как с полупрозрачным платьем, так и с легким весенним пальто. Лучшие примеры смотрим в образах от Эндрю Джен. В коллекции от модного дома Chanel вы найдете романтичные кружевные наряды в нежном кипенно-белом оттенке или в таинственном черном цвете. Эти тонкие женственные ансамбли, возможно, кому-то покажутся консервативными, но они совершенны. Минимализм. Топовое направление сезона 2021, которое сегодня уверенно отодвигает на второй план пышный декор и порой чрезмерную перегруженность в стильном образе. Дизайнеры популярных брендов Boss, Hermes, Braden Maxwell, Max Mara решили избавить одежду от лишних деталей, сделав акцент на монохромных нарядах, простых элементах кроя и чистых линиях. Сдержанность, элегантность минималистичных ансамблей наиболее удачно подчеркивает женственность, нежность и красоту модного образа. Отсутствие сложных фактур и узоров, мягкие тона совершенно не делают наряд бледным и безликим. Всем, кому ближе к сердцу нежные, легкие, романтичные образы, советую обратить внимание на блузы, платья и сарафаны с оборками, рюшами и воланами. В сравнении с прошлым летним сезоном дизайнеры немного уменьшили объемный декор, предложив наряду с пышными фасонами варианты поскромнее. Созданная талантливой рукой мастера, модная одежда выглядит воздушно, невесомо и по-настоящему женственно. Можно остановить свой выбор на более повседневном платье с изящными рюшами или сделать ставку на яркий сарафан в сочном и вкусном апельсиновом тоне. Работа дома на удаленке и необязательное посещение офиса как-то отодвинули на второй план одежду в деловом стиле.
Еще несколько сезонов назад силуэты в костюмах-двойках вызывали ассоциации с силой или даже агрессией. На этот раз дизайнеры делают ставку на мягкость, универсальность, комфорт. В наш базовый повседневный наряд вновь возвращается пижамный стиль. Брючный костюм из важного короля офисного гардероба превратился в более обычную, простую одежду. Теперь мы смело можем его сочетать как с изящными босоножками, так и с пушистыми домашними тапочками. В коллекциях сезона 2021 есть также немало модных ансамблей в спортивном стиле. Дань сиюминутным трендам, желание носить только удобную, не стесняющую движений одежду, стремление к здоровому образу жизни и подтянутым формам – мотивация разная, но результат один. Спорт все активнее врывается в нашу жизнь, отодвигая на второй план высокие каблуки и подчеркнуто элегантные наряды, которые мы храним для особого случая. Только как часто он теперь бывает, этот особый случай? Именитые дизайнеры мягко, но настойчиво предлагают сегодня сменить, например, классические строгие брюки на спортивные. Под маркой Celine представлена черная модель с белыми лампасами в паре с классическим укороченным жакетом. У Balenciaga добавили сверкающий стразами верх. Спортивное направление заметно и в модной обуви. В свой повседневный образ Эдди Слиман предлагает включить белые кроссовки в духе 80-х. Miuccia Prada удивила более оригинальным вариантом в стиле спортшик, наделив привычную обувь серебристым блеском и небольшим каблучком. Брюки с низкой посадкой. Что это? Возврат к трендам из 90-х или просто минутное желание кутюрье всколыхнуть модный подиум новой волной с отголоском из прошлой эпохи? Во всяком случае, у Бальма получилось расшевелить заскучавшую публику. Брюки с заниженной талией в дуэте с жакетом, плечи которого у многих поклонников вызвали бурю самых разных эмоций, сегодня настойчиво пытаются потеснить устоявшиеся привычные тренды. Создавая стильный весенний наряд, обязательно обратите внимание на расклешенные брюки. В этом вопросе высокая мода не терпит полумер. Поэтому, если вы решили приобрести брюки-клеш, выбирайте модели, достающие по длине до пола. Практичность такого фасона у меня под большим вопросом. Но, как можно заметить, к примеру, в новой коллекции от Виктории Бекхэм, именно брюки, полностью накрывающие обувь даже с учетом высокого каблука, топовая фишка сезона. Та же тенденция коснулась одежды из денима. Длинные, достающие до пола джинсы-клеш упрямо и очень уверенно стараются вытеснить из повседневного модного образа такие привычные и любимые многими зауженные фасоны, в том числе облегающие скини. Очень верным решением стали наглаженные стрелки на брючинах. Причем расклешение к низу выполнено плавно, примерно от середины бедра. Любая из вас, я уверена, в таких джинсах будет выглядеть как настоящая модель. Комбинированный деним. Пусть не новый, но довольно интересный тренд, который перешел к нам из прошлого сезона и, как считают дизайнеры, будет очень даже популярен этой весной. К примеру, под маркой Christian Dior мы видим различные по оттенку вертикальные полосы. Особое внимание советую обратить на джинсы от Dolce Gabbana. Яркие, позитивные, собранные из абсолютно разных лоскутов ткани, они поражают невероятной комбинацией принтов и фактур. В запасе у именитого бренда нашлось сразу несколько вариаций оригинальных моделей, выполненных в модной на сегодня технике пэтчворк. Среди них джинсы, которые словно сплели из разноцветных ленточек. Чтобы не перегружать образ, не ловить на себе удивленные взгляды прохожих, лучше всего комбинировать столь колоритные джинсы с более нейтральным верхом. Прекрасный выбор – ваша обычная базовая белая футболка или двухцветный топ. Мне сложно представить весенний сезон без верхней одежды. Пусть даже в самых теплых регионах. Поэтому в мой список самых актуальных трендов стоит включить легкий тренч и куртку анорак, которые несложно добавить в модный ансамбль.
Тонкие и невесомые, из непромокаемой ткани они отлично подружились как с одеждой в спортивном стиле, так и с романтичными юбками в цветочек, с кружевными платьями, став надежной защитой в прохладную, ветреную и порой дождливую погоду. Обувь на платформе. Широкая и высокая – этот эталон городского стиля сегодня в списке самых топовых трендов. Но почему бы и нет? Вполне удобная повседневная обувь, которая не обязательно должна быть эксцентричной и вызывающей. Новые модели обуви на платформе смотрятся вполне аккуратно. В коллекции под маркой Tots получился идеальный контраст тонких изящных ремешков и массивной платформы. У Donatella Versace все гораздо кардинальнее. Сочные неоновые оттенки делают и так довольно смелый фасон еще более вызывающим, особенно в сочетании с не менее яркой одеждой. В эффектных моделях явно прослеживается стиль бунтарских 60-х-70-х. Низкий ход или обувь на плоской подошве. Приятный бонус всем модницам, кто устал от высоких каблуков. Всем динамичным девушкам, которые целые дни проводят на ногах и не готовы ради сиюминутного тренда жертвовать своим комфортом. А эта обувь, возможно, кому-то покажется немного простоватой и грубой. В коллекции от Hermes вы найдете разные по оттенку саба, а точнее клоги в традиционном исполнении, в форме башмаков без задника и с металлическими заклепками. Уютный, душевный деревенский стиль поддержали и другие известные бренды. Такие необычные модели, по мнению дизайнеров, станут отличным дополнением монохромных ансамблей в чистых природных оттенках и прекрасно подойдут для весны. Сумки огромных размеров. Очередной хит сезона и прекрасная возможность добавить яркую ноту в модный образ. Главное, чтобы с такой мега-сумкой вам было максимально комфортно. А при поиске нужной вещицы не пришлось бы тратить уйму времени и вытряхивать все содержимое. Чем больше будет ваша любимица и помощница, тем лучше. Правда, забивать ее до отказа и наполнять до краев все же не стоит. Пусть сумка будет хотя бы наполовину пустой, ведь в центре модного образа вы, а вовсе не ваш аксессуар. В противовес чемоданным размерам выступают сумки, которые с легкостью поместятся даже в ладошку. Практичности и функциональности в них и в помине нет, зато смотрятся они очень мило. Особенно сумки-брелки под маркой Chanel и очаровательные модели с вуалью от Fendi. Но самыми универсальными и базовыми для повседневных весенних ансамблей единогласно признаны простые и лаконичные сумки в минималистичном стиле, которые, наверное, никогда не выйдут из моды. Лично я такие очень люблю, особенно когда нужно молниеносно решить, какую же выбрать сегодня. Именно в удобстве, универсальности при создании модного образа заключается их высокая популярность. Примеры смотрим под маркой Tots, Prada, Hermes, Salvatore Ferragamo. Всем спасибо, что досмотрели мое видео до конца. С интересом жду ваше мнение в комментариях. Надеюсь на теплый лайк и подписку. Впереди вас ждет новый модный обзор. Всем моим зрителям хорошего дня, тепла, позитива и только светлого, солнечного настроения!